Здравствуйте, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз– это общий прогноз. Он не расскажет о личной истории каждого из нас. И фокус, в общем-то, заключается в том, что вы свою ситуацию можете переложить на метафорические образы карты. У нас сегодня колода Таро языческих кошек. Очень добрая колода. И она как раз и позволяет, тут прорисовки таковы, что больше изображены действия. И я так надеюсь, вам это поможет как раз и просчитать какую-то ситуацию на пару шагов вперед. И мы узнаем неожиданности, что скрыто. Ух ты, какое-то решение. Сродни выходу из лабиринта. Туз мечей, я так и называю эту карту. Это вы от чего-то можете окончательно отказаться. Или словно выбрать правильное направление для того, чтобы в последующем у вас складывались обстоятельства, ваши какие-то решения. Они были, знаете, как будто вся энергия направлена в одну сторону, чтобы не было помех, не было сбоев. И правда, чтобы не было, может быть, распыления собственных ресурсов в разные стороны. Все-таки у нас направление показывает туз мечей. Вот словно какое-то направление вы можете выбирать. Но надо сказать, что у нас Венера и Марс 24 числа будут в знаке зодиака Козерог. И для кого-то из вас с 25 числа уже может сложиться такая планетарная конфигурация, что на повестке дня будет либо личная жизнь, вам с чем-то придется разбираться, либо это будут вопросы, откуда ко мне приходят деньги, сколько денег я получу. Все же Венера – это как и про любовь, так и про финансы. Ну, давайте мы с вами достанем. Первая карта у нас «Что важно знать?». Вторая карта неожиданности. Чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, чему-то вы не придаете значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, энергия денег. И в личной жизни что для вас? Итак, что же в приоритете? Паж Пентаклей. Один пентакль, и посмотрите, какой у нас замечательный котик. Ну, как-то он задумался. Либо ситуация, которая вас может просто не устроить по финансам. Вы планировали один какой-то эффект денежный, или по заработку вам, может быть, что-то было обещано, или по бизнесу, по-вашему, вы тоже что-то просчитали одно, а вот как-то складывается по-другому. И вы можете как раз что-то не то чтобы переделать, но словно, знаете, как, ну, сродни нового проекта или какой-то новый нюанс вашего проекта, ваше творчество, вашу работу. По работе тоже может быть, с одной стороны, как новое предложение или желание обучаться, мои дорогие тельцы. Может быть, вы придете к выводу, что да, мне не хватает знаний, и будете искать какую-то информацию. Но так или иначе, вопросы денег, что важно знать. Как будто телец хочет распланировать свой доход лет на 20. Как будто чтобы не было каких-то помех, чтобы более надежно ко мне приходили деньги. Вот буквально так. Для кого-то из вас вопросы, связанные с детьми, и вы им будете помогать, возможно, материально. Неожиданности, признание в любви. Туз кубков, хотя не только про любовь, очень многогранная карта, когда, к примеру, приходит, знаете, какое-то счастливое известие. Или, может быть, предложение. Ну, в общем-то, по сути, признание любви – это тоже известие своего рода. Или какая-то информация, которая вас радует, мои дорогие. Или что-то в вашей личной жизни тоже словно складывается не просто со знаком плюс, а открывает еще какие-то перспективы, может быть и так. Сама по себе радость, хорошее настроение, в неожиданностях какие-то приятности, как будто вас ожидают на этой неделе. Венера вам определенно помогает. А Марс где-то будет добавлять импульса, но именно в том контексте, когда вы словно дело какое-то можете либо сдвинуть с мертвой точки, либо оно само как-то начнет продвигаться, или какая-то история, ну, так тоже примет развитие. Чему сейчас не время? Давайте мы узнаем.
Вообще прекрасный аркан, это у нас аркан влюбленный, выглядит именно так. Не время рвать какие-то отношения или завершать что-то, или отказываться от общения с конкретным человеком. Тут как раз, видите, как будто у нас два кота изображено, один белый, другой черный. То есть есть какая-то противоположность, есть, может быть, и в каких-то отношениях или по какому-то делу у вас словно нестыковка или ваше несогласие, но не время принимать однозначный какой-то выбор, как и в плюс, так и в минус. Может быть, подождите. Может быть, если прежняя, вот, к примеру, история вашей личной жизни, когда человек словно пропал, а вот здесь вот он вдруг с новыми какими-то пожеланиями, он появляется как неожиданность в вашей жизни, а вам его хочется сказать, знаешь что, мы все завершили, это уже конец, я ставлю точку, вот этому не время. Но и с другой стороны, будет тоже так же не время, если вы отреагируете и покажете, что вы рады тому, что он сам по себе появился. Сохраняйте нейтралитет, чего бы это ни касалось, как будто эмоции приятные будут, но их лучше оставлять при себе. Не время вот действительно устанавливать, ну, какую-то параллель между какими-то противоположностями или делать вот этот самый важный выбор в вашей жизни. Вот ему не время. Что вам будет помогать? Хитрость, мои дорогие. Видимо, хитрить могут, как и люди, как и в личной жизни у кого-то такое может проиграться, я надеюсь, ну, может быть, для одного-двух, но тем не менее, есть какая-то неясность. И, видимо, человек, может быть, и появляется на вашем пороге или просто о себе смс-сообщение какое-то пишет, телефонный звонок, но будет помогать, если вы будете, ну, где-то себя беречь от того, чтобы снова погрузиться в какие-то раздумья или, допустим, довериться, а потом пожалеть, опять же, или вам будут что-то предлагать под все же в неожиданностях, опять же, у нас туз кубков, ну, под каким-то, может быть, проектом или какое-то предложение по личной жизни. Одним словом, вам помогает хитрость и где-то умение увидеть тонкие нюансы. Или наоборот, может быть, увидеть какую-то конкретику. У нас код показан, семерка мечей, называется еще карта вора. Но, тем не менее, вам это помогает в позиции чего-то как будто не прошляпить. Кот у нас спит, а мыши пошли в пляс. И поэтому это словно, знаете, вам, ну, могут говорить одно, а при этом свою программу какую-то другую, держать от вас в секрете. А если вот я никому не верю на этой неделе, но то, что я не верю, я не транслирую, я никого не убеждаю, но и с другой стороны, я не транслирую, что меня, даже если очень обрадовало какое-то событие, известие, все равно вот какой-то нейтралитет, вот это точно помогает. И помогает внимание к деталям. Вот вам нужно что-то подметить будет очень важное на этой неделе. Может быть, это будет касаться сообщения. Или вы где-то интуитивно прочувствуете, что ну, так вот со мной вроде все правду было сказано, но есть один штрих, нюанс, который, ну, вот какая-то нестыковочка. И кто знает, может быть, это и будет какой-то подсказкой. Поэтому быть недоверчивым, увы, мои дорогие тельцы, на неделе быть определенно стоит. Что скрыто? Если вы переживаете по поводу денег, вот мы с этого начали, нам об этом и сказали, у вас выпадает восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, что скрыто денежный рост, мои дорогие, рост вашей популярности, рост вашего профессионализма, сам по себе эквивалент денежный, финансовый, как будто тоже рост, возможности. Может быть, через деньги у кого-то придет смена статуса. Это может быть как бизнес или, например, ну, вы ищете работу для того, чтобы больше зарабатывать, а может быть, по вашему как раз месту службы освободится какая-то должность, и тоже вам будет предложено, это будет означать совершенно другие
деньги, которые вы будете получать регулярно. Вот тут есть что-то такое, то, что как в прогресс, так и в рост, и именно по части финансов. У кого-то это бизнес-проект, правда, тоже может быть, как будто вы не видите, поэтому по поводу денег не переживайте. Я бы сказала, тут вот все равно вот конкретики, все, что касается на этой неделе, у вас все получается. Вы очень здравомысляще видите ситуацию. Может быть, поэтому и вам где-то будет сложно вот так замылить эмоциями глаза, и вы сумеете просчитать чью-то хитрость. Дела, работа, бизнес. Правда, у кого-то с учетом пажа пентаклей и тройка пентаклей, эта карта сама по себе прогресса, будет как изучение чего-то нового, может быть, нового языка, или вы решите поменять работу, или развить как раз какую-то свежую ноту, привнести в уже теперешний рабочий процесс, или в свое хобби, творчество, ремесло, ну что-то мы как будто изучаем, и в последующем нам эти знания, они не просто помогают перейти на новый уровень, но еще и мы эти знания перекладываем буквально в финансы. Это карта сдачи экзамена. У кого-то буквально пройдет экзамен. Может быть, вы заканчиваете курсы или учебное заведение, будете сдавать экзамен, кто-то на права будет сдавать. А для большинства это своего рода экзамен жизни. Может быть, вот такую проверку, умение сохранять паузу или умение сохранять свои эмоции, что-то просчитать, с чем-то не прогадать. Знаете, вот тут ваша жизнь в ваших руках. Почему-то эта неделя может быть для вас какая-то как переломно-знаковая, правда. И вроде бы есть и радости, вот у вас туз кубков, но все-таки и помогает вам, тем не менее, семерка мечей, карта хитрости. Вот. Давайте посмотрим, что по финансам. Деньги не тратим. Пока с деньгами, вот, наверное, действительно есть какой-то минус, либо есть какая-то пауза. Или на самом деле что-то идет совсем не так, как тельцы предполагали. Нам говорят, ну, где-то держись своей позиции уверенности и терпения. Что-то не педалировать, приведи мысли в порядок. Значит, есть определенно какая-то ситуация, на которую вы, мои дорогие, не влияете. И вот этот минус, по которому кто-то из вас может горевать, это внезапные какие-то либо события, о которых вы тоже можете, ну, где-то в деталях не знать, но они так или иначе, может быть, они связаны с руководителем, с бухгалтерией, допустим, да, где-то же вы деньги зарабатываете, или с какими-то нюансами по вашему бизнесу, или еще с какими-то, ну, как будто периодическими либо событиями, либо сезонностью. Тут смотря кто чем занимается. И для вас сохранять как терпение, выдержку, что-то проанализировать по финансам и деньги не тратить, вот по крайней мере на этой неделе. Это будет важно. Личная жизнь, вот какая-то усталость. У кого-то из вас, правда, будет помощь. Вот часто проигрывается, когда мы помогаем нашим детям. Или какой-то режим многозадачности у вас может быть. И работа, и учеба, и бизнес, и личная жизнь. Все в одну кучу, как будто может перемешаться на этой неделе. И чему тут отдать приоритет, непонятно. С другой стороны, правда, вы часто помогаете. И десятка жезлов нам говорит только об одном. Отдохни. Удели внимание как самому себе, так и своим проектам. Как будто от режима вот этой многозадачности ты уже устал. Уставшие люди делают ошибки. И кто знает, может быть какой-то промах или какое-то обещание из-за усталости, потому что реальность как будто она другая. А вы из-за усталости ее можете не видеть или с какими-то искажениями. Личная жизнь, я так думаю, у каждого тоже это будет разный вариант. Для людей семейных, скорее всего, это все же сохраняется значение отдыха. Но в целом, глобально, ну, разве что какие-то приятные события к вам могут приходить. Или для тех, кто в паре. Для тех, кто один или одна, могу предположить, что больше будут интересовать вопросы работы, бизнеса и финансов. Или для тех, кто в сложных отношениях, то тоже как будто вот вы будете что-то выбирать. Но есть определенно как и усталость, и, видимо, и есть и те события, повторяюсь, которых вы не ускорите. Вам в моменте здесь и сейчас с чем-то не просчитаться, что-то подметить как будто важно.
отдохнуть и понимать, что ваш прогресс, мои дорогие тельцы, и получение денег не за горами. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.